Мужеством понятие не только военного времени. В обстановке антисемитизма сохранять свои убеждения, а тем более религиозные, было практически невозможно. И нужно было истинное мужество, чтобы вопреки обстоятельствам, опасностям и прямым угрозам оставаться тем, кто ты есть. Хорошо, что такие люди всегда были и всегда будут. Номинация «Мужество» за самоотверженную борьбу за права евреев в СССР. Носон Вершупский, педагог, писатель, публицист, с начала 80-х годов активист независимого еврейского религиозного движения, с 2000-х раввин Воронежа, Каунаса, Клайпеды. Последний верующий еврей, осужденный в СССР за религиозный активизм. 2 года находился в тюремном заключении по ложному обвинению в хищении книг из Киевской синагоги. Описал жизнь еврейского подполья и свое пребывание в заключении на страницах журнала «Лехаим» и в книге мемуаров «Осторожно, двери открываются». Еврей обязан быть евреем, где бы он ни находился, даже в тюрьме. Носон Вершупский. В нашей церемонии принимает участие народный и просто всеми любимый и обожаемый артист России Юрий Стоянов. Добрый вечер. Вы знаете, несколько дней тому назад герой этой номинации дал мне свой текст. И когда я его прочитал, я понял, что это не просто дневник заключенного, записки зэка, не просто факт биографии конкретного человека. И это написано не просто чернилами. Вот послушайте. Катька – это самый старый корпус Лукьяновской тюрьмы, простоявший с екатерининских до андроповских времен. Общая камера на 36 посадочных мест, двухъярусные железные шконки, озлобленные зэки-первоходы, глазок и кормушка в железной двери. В углу параша, дырка в полу. От вони не спрятаться, не скрыться. Абраша, так меня здесь называют, вчерашний студент, сегодняшний арестант, но в первую очередь еврей, который должен молиться, произносить броху, благословение на еду, даже если это еда, пайка тюремной спецвыпечки, которую и хлебом-то не назовешь, кислая глина пополам с опилками. Но ни молитвы, ни брохи в хате не скажешь. Из-за параши это помещение нечистое. В нем и думать о Торе и святом нельзя. А как же быть самым главным? С чтением шма, нашего символа веры. И бенч, молитвы после еды. Как? Получив в 6 утра свою пайку в 250 граммов, я не ел до середины дня. Поняв по лязганью замков соседней камеры, что их повели на прогулку, я быстро мыл руки, съедал хлеб без брохи и ждал, когда нас выведут. Коридоры, лестницы, лицом к стене, крыша соседнего корпуса, сталинки – это и есть прогулочный дворик. Та же камера, но без шконок, вместо потолка решетка, сетка, мостки для вертухаев. А главное – нет параши. Нет. Шагая вместе с сокамерниками по кругу, останавливаться и переговариваться не разрешают. С заложенными за спину руками я говорил бенч и читал шма. На большее времени не хватало. Положенного часа нам никто не давал. 10 минут и обратно. Шли вон в камеру. Вечерний шма произнести не удавалось. Ночью прогулки нет. Мой сосед по нарам, азербайджанец Амир. 20 лет, мой ровесник. Копна черных волос, треники Адидас с 3 полосками, грязная майка. Сел Амир по самому позорному делу. Обокрал своих друзей-студентов, пустивших его пожить в комнату общаги. Стащил стереомагнитофон, часы, барахло, вылез в окно, стал спускаться по водосточной трубе и упал. Был взят с поличным. Так что я с таким пассажиром оказался на соседних шконках. И то, что я с ним оказался на соседних шконках, показывает, насколько я был новичком в тюрьме. Сегодня пятница.
Поэтому пайку я откладываю до вечера, за неимением вина и субботних хал. Она послужит мне и кидушем, и праздничной трапезой. Ночью, когда в хате дым коромыслом, свет не гаснет, зэки базланят, базарят, играют в карты, я иду к умывальнику. Я поливаю на руки из кружки. Я возвращаюсь на место. Я режу черенком ложки пайку пополам. Хлеба должно быть 2. И съедаю ее во славу святой субботы. Потом забираюсь на шконку с ногами и начинаю петь. Корибоин, субботний гимн. Господь, владыка мира, на арамейском языке. Но пою я его без слов. Только нигун, мелодию. И вдруг Амир, сидящий рядом и мастерящий из зубной щетки кубик для игры в нарды, оживляется и начинает подпевать со словами, с правильными, по-арамейски. Швохин, Асадер, Сафро, Верамшо, восхвалениями наполню утро и вечер. У меня что, поехала крыша? Я таких поехавших в тюрьме видел. Мозги здесь у всех на бекрень. Оглядываюсь, не подпевают ли остальные по законам уже глючного жанра. Напротив, как резались в стос, так и режутся, а зверь мой поет. И я тоже. Надо сказать, что кавказцев в тюрьмах называют зверьми без всякой злобы, порой даже с уважением. А может, он и не зверь вовсе? А может, он наш? Аид? Спрашиваю, нет. Азербайджанец, чистый. Из деревни Вургун возле Акстафы. Пол деревни айсоры, ассирийцы. А помните, в Москве будки ремонт и чистка обуви? В них сидели старики-ассирийцы, родной язык которых арамейский. Осенью играли вургунские айсоры свадьбу. На ней по кавказскому обычаю собралась вся деревня, а музыкантов пригласили из Москвы. Ближе ассирийского ансамбля песни и пляски не нашлось. И одна песня в их исполнении «Корибоин» так понравилась гостям, что музыкантов заставили повторять ее на бис 7 раз. Вот так Амир все слова выучил и пел ее дома с братьями. И кто мог мне нагадать, что я, мальчик из интеллигентной еврейской семьи, буду на тюремных нарах среди гопников и стопников петь дуэтом с вором-азербайджанцем на арамейском языке «Господь, владыка мира!» А я с тех пор, а уж сколько лет прошло, вот как пою в пятницу Корибоин, а все того шлемазала водосточника вспоминаю. Лауреат премии «Скрипач на крыше» в номинации «Мужество» Носон Вершупский.
Рабовсай, Рабойсай, учителя мои, господа. Я поздравляю всех вас с праздником Хануки, Фрейлихан Ханука. В это время мы вспоминаем о том, что жизнь непредсказуема и полна чудес. 40 лет назад мой отец, благословенной памяти, журналист, член партии, сидя перед телевизором, слушал многочасовой доклад Леонида Ильича 25-му съезду КПСС. Мог ли он предполагать, что его сын с этого самого места, на этой самой сцене, споет «Корибойн Олам» – «Господь, владыка мира»? Сначала на тюремных нарах, а потом здесь. Я полон искренней благодарности Всевышнему за то, что Он провел меня по самому краюшку пропасти. Подарил мне экскурсию в преисподнюю. Как говорил Арсений Тарковский, жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и вправду везло, только этого мало. Я уверен, что каждого из сидящих в зале Всевышний провел через какие-то трудности, через испытания, для того, чтобы мы стали умнее, сильнее, упрямее, для того, чтобы мы увидели то, чего раньше не видели, услышали то, чего раньше не слышали, для того, чтобы стали сильнее. Фрейлихан Ханука. Носон Вершупский.